В этом ролике покупка нового строительного оборудования, обзор и тестирование очень интересной шпатлевочной станции Колета 152. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. А теперь обо всем по порядку. Поехали! Зимой у меня была интересная поездка через всю страну из Гданьска в Краков. Меня пригласили посетить завод по производству штукатурного оборудования Колета. Так как вопрос покупки штукатурно-малярного оборудования для меня актуален, я решил совместить приятное с полезным, посмотреть завод и заодно немного попутешествовать и посмотреть страну. Сам завод находится в Польше, в городе Краков. Это семейное предприятие, по меркам мировых производителей относительно молодое, компании примерно 35 лет, но в то же время компания имеет ультрасовременное производство, множество патентов и продает свое оборудование по всему миру. На первом этаже экспозиционное помещение, где представлены все выпускаемые компанией штукатурные станции, шпатлевочные и малярные агрегаты. Все эти машины были разработаны и спроектированы компанией Колета. Колета тоже производит безвоздушные агрегаты для нанесения шпатлевки и краски. А вот, собственно говоря, шпатлевочная станция Колета 152, которая больше всего меня сейчас интересует. Мне показали производство и провели небольшую экскурсию по заводу. Экскурсию проводил руководитель компании сам Томаш Колета. К сожалению, не все можно было снимать. На заводе есть роботизированные станки, которые производят сложные высокотехнологичные детали для штукатурных станций. Понравилось, что производство полного цикла и все производственные процессы делаются на одном заводе. Моя поездка была очень познавательная. Интересно было посмотреть, как это все делается и производится. Пример успешного бренда и семейного предприятия. Самое главное, что это все образовалось с нуля, а не на базе какого-то там государственного приватизированного завода. Следствием моей поездки на завод была покупка шпатлевочной станции Колета 152. Свой шпатлевочник, гидропоршневой агрегат, я продал в Минске, так как перевезти его через границу было сложно. Я уже собирался покупать что-то похожее только в Польше. Случайно побывал на объекте у своего коллеги, который занимается отделочными работами в Варшаве. И он мне посоветовал шпатлевочную станцию, которая работает по принципу штукатурной станции и имеет гораздо лучшие характеристики по сравнению с безвоздушными агрегатами. Шпатлевочная станция Колета 152 – это универсальный агрегат, который способен наносить все виды шпатлевок. Сухие шпатлевки, гипсовые шпатлевки, полимерные шпатлевки, акриловые. Также может наносить цементные шпатлевки, декоративную фасадную штукатурку, декоративную камешковую штукатурку для фасада, а также все похожие материалы. Вес штукатурной станции 85 кг. По своим габаритам помещается в универсал. Комфортно, конечно, ее грузить вдвоем, но при желании это можно сделать и одному. Основные характеристики станции. Мощность 2 кВт. Работает от однофазной сети 220 вольт. В любой квартире, даже с очень плохой проводкой, будет работать без вопросов. Давление для нанесения шпатлевки 100 бар. Объем подачи материала 6 литров в минуту. Емкость бункера 57 литров. Элементы управления машиной.
разъем подключения кабеля 220 вольт, рубильник включения и выключения машины, рубильник управления шнеком, подача шпаклевки и реверс, то есть вращение шнека в обратную сторону. И регулировка скорости вращения шнека, то есть подачи материала. На выходе за шнеком стоит манометр, где можно посмотреть давление. Вместе с машиной идет шланг для подачи материала 10 метров. Кабель электрический для подключения пистолета к машине, для передачи сигнала включения машины. Пистолет для подачи материала. В базовой комплектации он один. Шнековая пара. Плюс разная мелочевка, ключи, сопла, силикон. Сборку машины начинаем с установки шнековой пары. В этом мне помогает мой друг Сергей, у которого уже есть такая машина. Для того, чтобы закрутить ротор в статор, брызгаем туда силикон. У станции снизу есть специальный держатель для статора. Вставляется ротор и закручивается ключом. Вот готовая шнековая пара, которую теперь нужно поставить в машину. Шнековая пара – это расходник, который периодически нужно менять. Со временем машина перестает держать давление, и это говорит о том, что нужно заменить шнековую пару. Этот расходник недорогой. В Польше шнековая пара стоит примерно в районе $100, в Беларуси, в Минске где-то 130. Дальше подключаем шланг подачи материала. Установили шнековую пару, подсоединили шланг. Сейчас нужно подсоединить кабель, который передает сигнал от пистолета в машину. Особенность этой станции в том, что здесь на пистолете есть микровыключатель, который подает сигнал станции для подачи материала. Вы нажимаете рычаг, срабатывает микровыключатель, и по этому кабелю сигнал идет в станцию и начинает вращаться шнек и подается материал. Для удобства растянул шланг по полу, чтобы было удобно подсоединить кабель. Он подсоединяется просто на такие клипсы. Я разложил кабель на всю длину, чтобы было удобно это сделать. Ну, чтобы клипсы были равномерно. Если что, вообще всегда такой кабель можно прихватить там лентой, изолентой, там чем-нибудь. Очень важно, что эта станция тихо работает. Не нужны никакие беруши и наушники. Вы можете работать в выходной день и не привлекать внимания соседей. Значит, мы все собрали. Сейчас я залил сюда в бункер воду. Покажи. И сейчас вот эту воду, она тут грязная, надо промыть просто систему, чтобы потом загрузить шпатлевку. Я сейчас просто вот эту воду сгоняю. Еще немного подолью.
Пару слов про пистолеты, которые можно использовать с этой станции. В базовой комплектации идет один пистолет. В данный момент у меня на объекте 3 пистолета, чтобы показать, какие варианты можно использовать с этой станцией. Пистолет для покраски и шпатлевки. Этот пистолет мне нравится больше всего, потому что он для меня привычный. Я этим пистолетом работаю. Пистолет для подачи материалов с примесью воздуха. Всякие короеды, штукатурки фасадные, капелька, все, что вот с этим связано. Ну и такой вот еще необычной формы, для меня необычной формы пистолет для подачи шпатлевки, густых материалов. Вот мне нравится больше классический пистолет, но, правда, вот с таким пистолетом я еще не работал. Прежде чем перейти к шпатлевке, я еще хочу показать интересные новые шпатели для механизированного нанесения шпатлевки от компании Олейник. Это как раз таки тот продукт, который нужно покупать вместе со станцией. Компания Олейник выпустила новые наборы инструмента для механизированного шпатлевания. На что можно обратить внимание? Прежде всего на кейс. Он даже с колесиками. В кейсе все, что нужно для механизированной шпатлевки. Значит, начну с удлинителя. Удлинитель универсальный, подходит как для шпателей, так и для валиков. И плюс ко всему у него еще есть резьба, и он подходит для любого американского инструмента, там вустеры всякие. В комплекте помимо шпателей сокол. Для вспомогательных работ. Держатель для шпателей. Ну и непосредственно сам набор шпателей. Раньше у компании Олейник были такие шпатели. Здесь у шпателей совершенно новое покрытие. Это покрытие Soft Touch. Оно теплое. Если взять вот этот шпатель, он холодный. Такой неприятный металл. А вот это покрытие, оно теплое. То есть такое создается впечатление, что теплый алюминий. И оно еще противоскользящее. Само лезвие сделано с добавлением титана, что придает ему такой золотистый оттенок. Оно максимально устойчиво ко всем внешним воздействиям и агрессивным средам. Французский металл. Разная толщина металла от 0,65 до 0,3. 0,3, 0,3, 0,4, 0,5, 0,65. На данный момент компания Олейник очень ориентирована на обратные отзывы от мастеров. Сейчас в компании директором по продажам в странах Евразии работает мой друг и земляк, родом из Бреста, Сергей Жуган. Сергей начинал свою работу отделочником и прошел всю эту карьерную лестницу от простого рабочего до руководителя и хозяина собственной компании. Этот момент нужно снять. Привет, Пашка. Привет, дружище. Нормально я так стал? Да, отлично. Не выгонят? Нет. Или мандат какой? Идем, я еще экскурсию маленькую проведу, Давай. да? Потом там я сам... По приглашению Сергея я был на одном из заводов во Вроцлаве, где он мне проводил небольшую знакомительную экскурсию. Я когда уезжаю, ключи, конечно, оставляю. За последнее время ассортимент ручного инструмента вырос просто в разы. Компания Олейник производит шпатели как под своей маркой, так и для многих известных мировых производителей, которые уже продают продукцию компании Олейник под собственной маркой. Смотри, сколько брендов сделано, видишь?
Это все образцы разные, кому делают. А это можно показывать? Да. Авангарде это Балдрини итальянские. Ну и все. Деволт, короче, да? Деволт, вот новый продукт у нас Premium Red Label с эффектом Soft Touch. По краскам. Пингвины, Волма, Апачи, разные Несполи, Gold Murit, это, кстати, одна из таких, один из клиентов, что ну, это все сейчас идет на Девон. Хочу еще показать два набора шпателей. Они похожи, но в то же время разные. С правой стороны шпатели полностью из нержавейки разных размеров, плюс есть съемник материала с ведра и функциональный инструмент. С левой стороны похожий набор, только с композитными ручками и с массивным металлическим наконечником. Эти наборы, безусловно, заслуживают внимания. Я пользуюсь тем, что справа из нержавейки. Очень хорошее качество, удобно хранить и удобно транспортировать. Внешний вид прям доставляет эстетическое удовольствие. Возвращаюсь к шпатлевочной станции. Много шпатлевки не закладываю, так как у меня еще период испытаний. Ну, давайте еще один подложим. Очень важное преимущество этой станции в том, что она может работать с небольшим количеством шпатлевки. Вы можете в бункер закинуть пару шпателей, и она это количество продавит. Станция не боится завоздушивания системы. Если в систему попадает воздух, то шнек крутится, и он просто выходит через сопло. Запускаю машину и сливаю воду со шланга. До того момента, пока пойдет шпатлевка. Так, все, воду спустил. Были некоторые сложности в плане того, что нужно было две руки. Потому что давление било в воду и брызги шли. Уже пошла у меня шпатлевка. А с бункером удобно то, что факел можно настраивать прямо в бункере. Все, готово. Ну что, можно давайте попробуем на стене. Шпатлевка ложится как краска. Сейчас поближе возьму. Вот смотрите. Реально как краска факел. Во время испытания машины у меня получился один косяк. Я хотел посмотреть, насколько максимально густую шпатлевку может
продавить, распылить машину. И, соответственно, никак не разбавлял шпаклевку и в бункер заложил просто шпаклевку из ведра. Шпаклевка очень густая. И проблема не в том, что машина не продавит эту шпаклевку. Машина распыляет эту шпаклевку хорошо, но с такой густой шпаклевкой плохо работать на поверхности. Она быстро схватывается. Поэтому я еле успел разглазить шпаклевку на стене. Поэтому в дальнейшем я уже шпаклевку разбавлял до такой комфортной консистенции, чтобы с ней было удобно работать. Машина справляется с любой густой шпаклевкой. Я уже пошпатлевал фактически всю квартиру. Теперь можно подвести итоги и сделать выводы по шпатлевочной станции Калета 152. Какие у нее преимущества? Во-первых, она всеядная. Ей все равно, какую шпатлевку набрасывать. Гипсовую, цементную, полимерную, густую, жидкую. И поэтому на этой станции можно работать с дешевыми материалами. Она очень простая сама по себе, простая в обслуживании, и здесь нету никаких сложных, супердорогих элементов. Может продавливать любое количество шпатлевки, то есть достаточно сюда закинуть пару шпателей, и этого будет достаточно. Если сравнивать с безвоздушкой, то там должно оставаться как минимум пол-ведра, потому что подхватит воздух, завоздушит систему, и потом придется ее там прогонять. Здесь таких проблем нету. Еще она не коксует шпатлевку в шланге. Бункер очень удобная вещь. Прямо вот вся машина, видите, я пошпатлевал всю квартиру, она вся чистая, кроме шланга. Шланг потому что валяется по земле. И вся мойка, все происходит вот здесь вот в бункере. Единственное, что бы я свежим взглядом порекомендовал бы изменить в этой машине производителю, сделать, во-первых, вот сюда вот пластиковую крышку, потому что когда долго стоит шпатлевка, она может заветриваться. Если вы оставляете, допустим, полимерную шпатлевку на следующий день, то тоже надо придумывать, что-то накрывать. Я использовал там, вот картонку, так вот просто накрывал. Хотя можно придумать какую-то просто пластиковую крышку, которая стоит копейки. Вот сейчас я возьму от ящика икеевского. Ну, что-нибудь там вот заказать такое по форме, чтобы просто закрывало. С ручкой или без ручки. Обычная пластиковая крышка. И второй момент. Значит, вот этот вот датчик и кабель. Сам шланг, он скользкий. Ну, в смысле, он где-то, он ни за что не цепляется ни за что. А вот этот кабель с клипсами, он может цепляться за углы, то есть он как бы создает какие-то неудобства. Это не критично, но вообще вот сейчас как бы в современном мире сюда достаточно поставить какой-нибудь радиомодуль или Wi-Fi модуль или Bluetooth, ну что-то такое надежное, и избавиться от этого кабеля вообще, чтобы его не было. Вот он приходит в машину. Ну вот что мешает здесь поставить маленький Bluetooth модуль, который стоит копейки, и сигнал передавать по Bluetooth или по Wi-Fi, или радио. Ну а так, в принципе, можно сделать вывод, что это, пожалуй, одна из самых лучших машин по нанесению шпатлевки и вот всех похожих материалов. С учетом производительности, с учетом того, что она создает давление точно такое же, как в безвоздушке, проблем у нее таких, как в безвоздушке, нету. В принципе, это, наверное, пожалуй, даже одна из самых лучших станций. Единственное, что вот габариты у нее чуть побольше, но как бы в легковую машину, в универсал, она влазит. И она дешевая по расходникам, потому что шнековая пара стоит порядка в районе там чуть больше, чем $100. 100 в Польше, в Беларуси 130. Стоимость машины. Значит, в Беларуси она стоит примерно $6000.
В Польше она стоит примерно $5000, это брутто, потому что здесь все строители, они покупают обычно нетто, списывают НДС, ваты. То есть она в Польше для строителей, она там на 23% дешевле будет. Ну вот, как-то так. Каких-то явных недостатков я не увидел. Мыть очень удобно. Здесь снизу есть вот кран. Здесь развели кисточкой, все помыли. Снизу открыли кран, подставили емкость. Оно все вытекло. Ну, очень удобно. Качество очень хорошее. Все компоненты надежные. Мне машина очень понравилась. И тем, кто сейчас рассматривает такую машину к покупке, я рекомендую посмотреть. Тем более, что вот если взять вот эту комнату, то здесь я еще как бы тренировался, особо не разогнался, а вот уже вот эту комнату я слой нанес за 2 часа. Один, с учетом того, что мокрые были углы, и мне шпателем надо было аккуратно очень подсовываться, потому что вообще надо шпатлевать параллельные стены. Эту, потом высохли и следующие. Эту комнату я буквально слой полностью, с учетом радиатора, откосов, всего за 2 часа спокойно нанес. Тем более, что я не раскрыл один потенциал этой машины. Вообще на такой машине в идеале работать человека 3. Один постоянно наносит, и другой человек, 2 других размазывают шпатлевку, разглаживают. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.